Литва – единственный в Европе производитель ацетатных нитей. Эстония – мировой чемпион по экспорту герметиков в пересчете на душу населения. Литовский цементный завод занимает третье место по мощности в Северной Европе, латвийский – четвертое. Это только самые крутые показатели работы легкой промышленности и индустрии по производству стройматериалов стран Балтии. Хотите знать больше? Смотрите дальше. Здравствуйте, уважаемые тубозрители! Вас приветствует Андрей Девенков, который рассказывает вам о реальной Балтии, а не той, которую насочиняли российские пропагандисты и их многочисленные подпевалы на просторах Ютуба. В конце июля вышло первое видео большого обзора обрабатывающей промышленности Эстонии, Латвии и Литвы. В нем я рассказал о том, что представляла из себя отрасль под конец советского времени, с какими трудностями столкнулась в начале 90-х, когда была открыта мировому рынку, как впоследствии эволюционировала и каких успехов достигла к настоящему времени. В основном я опирался на общие данные статистики. Во второй части, выложенной в открытый доступ через месяц, уже после того, как ее посмотрели спонсоры проекта, которым большое спасибо за поддержку, я перешел к более предметному разговору. Дав максимально емкий обзор пищевой отрасли, я привел наглядные примеры наиболее крупных и интересных компаний и отдельных заводов. Сегодня предлагаю вашему вниманию, извините, но вновь после спонсоров, третью часть сериала, в которой расскажу о легкой промышленности и индустрии строительных материалов стран Балтии, как и ранее, с примерами наиболее показательных местных предприятий. Предполагалось, что эта часть будет включать еще и рассказ о лесопереработке. Но это настолько масштабное производство, все-таки одна из ведущих отраслей, а в Латвии безоговорочный лидер, что пришлось посвятить ему отдельную серию, которая будет следующей. Сегодняшний обзор предваряли два ролика с более подробным рассказом о ведущем производителе фанеры в странах Балтии, концерне Latvias Finieris, а также об одном из крупнейших европейских поставщиков строительной химии, международной группе Wolf Group с центром в Эстонии. Если не видели, рекомендую посмотреть. Это весьма интересные кейсы, особенно эстонские. А теперь к теме этого видео. Сейчас у могильщиков промышленности стран Балтии будет минутка счастья. В советское время легкая промышленность в Прибалтике была весьма развита. В регионе выпускалось много текстиля, различной швейной и кожевенно-обувной продукции. Однако постсоветская судьба всего этого довольно печальна и в общих чертах соответствует российскому пропагандистскому нарративу. Объемы производства отрасли радикально сократились. Большинство предприятий либо уменьшились, либо вовсе сгинули. Но эта история вписывается в общий европейский тренд. Трудоемкая легкая промышленность сильно зависит от стоимости рабочей силы, поэтому по мере глобализации экономики большую часть производственных мощностей европейские страны вывели в регионы с дешевыми работниками. Эстония с ее наиболее высокой средней зарплатой среди стран Балтии и в этом шла впереди соседок по региону и раньше их к нынешнему времени потеряла почти все производство. Крупнейшее текстильное предприятие советской Эстонии, Кренгольская мануфактура в Нарве, в начале 20 века считалось самым большим в Российской империи. Его история изложена в четвертой части сериала о досоветской промышленности стран Балтии. Ссылка сейчас мелькнет на экране, еще ее можно найти в описании видео. После упадка начала 90-х, в начале 2000-х пережила даже небольшой подъем. Выкупив в 1994 предприятие в предбанкротном состоянии, шведская компания Бурос Ваффери перенесла в Нарву все оборудование из родного Буроса, главного центра текстильной промышленности Швеции, оставив дома только маркетинг. С рискованного и небогатого российского рынка фабрику переориентировали на стабильные и богатые западные. Был открыт швейный цех, в котором ткани перешивали в готовую продукцию. Но неудержимый рост эстонских зарплат быстро сделал нарвскую рабочую силу слишком дорогой в сравнении с какой-нибудь Бангладеш или Индонезией, где полно было готовых работать даже за треть эстонской минималки. Предприятие стало усыхать, а в 2010-м обанкротилось. Швейные фабрики «Марат» в Таллине и «Сангар» в Тарту, приватизированные в начале 90-х и выкупленные местными предпринимателями, тоже в 2000-х столкнулись с проблемой дороговизны эстонских рабочих. Первым начал выводить производство в третьи страны «Марат», для которого главным поставщиком в ту пору стала Белоруссия. Частично сохранять местные мощности помогало соседство с Северной Европой, основным рынком сбыта, что позволяло выдерживать более короткий цикл производства по сравнению с конкурентами из Азии, а также более высокое качество товаров. Но рынок все равно неумолимо вымывал мощности из Эстонии в страны с более дешевой рабочей силой. Еще одна швейная компания, Baltica Group,
отсчитывает свою историю с того момента, как в Таллине в 1928 году было основано предприятие по пошиву дождевиков «Джентльмен». В советское время оно превратилось в швейное объединение «Балтика» из 3 фабрик. Уже в 1991-м было приватизировано и представило первый собственный бренд «Балтман». Была выбрана стратегия построения вертикально интегрированного бизнеса, который охватывает все этапы – разработку моделей, производство и продажу в собственной торговой сети. Балтика Групп агрессивно расширяла сеть магазинов не только в странах Балтии, но и в России, Украине, Польше. С очень переменным успехом модель работала до середины 2010-х, но затем Балтика стала продавать бренды, избавляться от торговых сетей вне Эстонии, Латвии и Литвы, переводить производство в третьи страны. В итоге и Балтика Групп, и Марат, и Сангар к сегодняшнему дню превратились в фирмы оптовой торговли со штатами в несколько десятков человек. Они закупают продукцию для себя в третьих странах, где рабочая сила значительно дешевле, чем в Эстонии. В основном в Македонии. Латвия и Литва повторяют эстонский путь, но с некоторой задержкой. Поэтому ситуация там пока заметно лучше. Все еще сохраняется несколько сравнительно крупных текстильных и швейных предприятий. Наиболее интересный латвийский пример – производство кружев в Лиепае на Lauma Fabrics. Принадлежит European Lingerie Group, 70% акций которого в руках у эстонского предпринимателя Индрика Рахума. На заводе, построенном в 1977-м, свыше 500 работников выпускают кружево, трикотаж, ленты и другие материалы для пошива нижнего белья. Это нетипичное предприятие отрасли, которое сильно зависело бы от стоимости рабочей силы. Завод специализируется на дорогостоящей продукции с высокой добавленной стоимостью, выпуском которого занимаются в основном высококвалифицированные работники, работающие на современном оборудовании. Поэтому средняя зарплата там в 2023 году превысила 1800 евро. С 2019 в ассортименте добавились эластичные бинты и пояса. В 2022 предприятие заменило российское сырье на турецкое и греческое, начало выпуск антибактериальных компрессионных бинтов. В 2023 совместно с Рижским техническим университетом была запущена линия контроля качества с использованием искусственного интеллекта, созданы роботизированные склады, что позволило сократить логистические затраты на 20%. В 2024 ассортимент пополнился сенсорными нитями для мониторинга осанки, пилотный проект с эстонским стартапом Sensible, и саморегулирующейся термореактивной резинкой собственной разработки. Собственная солнечная электростанция мощностью 1,2 МВт покрывает до 30% энергопотребления. В 2024 году Lauma Fabrics также начала проект по установке системы рекуперации тепла от производственного оборудования, что должно снизить на 15% затраты на отопление в зимний период. На 2026 год запланированы инвестиции в 15 миллионов евро в фабрику рециклинга текстиля совместно с компанией VTT Finland и в развитие интернет-маркетплейса для марок белья. Общая выручка в 2023 составила 42 миллиона евро. 85% продукции ушло на экспорт, в основном в Германию, Швецию, США и Японию. Самая, пожалуй, интересная компания отрасли в Литве – Каунасская УАП ДП Ацетаты, единственное предприятие в Европе, выпускающее ацетатные нити. Ацетат – искусственное волокно, добываемое из природного полимера – древесной целлулозы. История производства в Каунасе ведет начало с 1962 года, а выпуск ацетатных нитей стартовал в 1965. Сегодня на предприятии, которое принадлежит литовским инвесторам, занято около 170 работников. Они выпускают порядка 6000 тонн продукции в год. 90% идет на экспорт в более чем 20 стран, но в основном в Польшу, Италию и Южную Корею. В 2024 году выручка компании составила 42 миллиона евро. Производство сертифицировано по стандарту Oecotex и построено по замкнутому циклу с упором на ресурсную эффективность и снижение экологического следа. Еще одна каунасская компания – Audimas, крупнейший производитель спортивной одежды и одежды для активного отдыха в странах Балтии. Основана в 1931 году, принадлежит литовским инвесторам. Компания известна своими спортивными коллекциями, а также сотрудничеством с национальной олимпийской сборной. Audimas создавала форму для литовских олимпийцев в Пекине, Лондоне и на других играх. В Литве работает собственная розничная сеть Audimas Brand AB, насчитывающая более 20 магазинов в крупных городах и торговых центрах, а также интернет-магазин с доставкой по ЕС. В последние годы компания оптимизирует производство.
Из-за роста затрат в Литве подразделение Audimas Supply перенесло часть швейных мощностей в Молдову и Украину. Оборот с середины 2010-х снизился вдвое, то есть очевидный эстонский сценарий, только позже. По состоянию на 2023 год в группе было занято немногим более 300 сотрудников, а оборот составил 20 миллионов евро. Экспорт дает свыше 60% продаж, в основном на рынке Германии, Финляндии, Эстонии, Польши. Принадлежащая литовским инвесторам компания Utenos Trikotažas – одно из тех немногих текстильных предприятий региона, которым пока удается сохранять производство на родине. Компания работает под брендами Utenos и About. Свыше 500 работников фабрики в Утине, построенной еще в 1967 году, в год выпускают 3 миллиона квадратных метров трикотажа, который тут же перешивают в различные готовые изделия – женскую, мужскую и детскую одежду, нижнее белье, спортивную и спецодежду. В 2020 году Utenos Trikotažas стала первой текстильной компанией в мире, полностью соответствующей экологическим требованиям стандарта закупок Greenpeace Detox to Zero для собственной цепочки органического хлопка. Оборот в 2023 году составил 23 миллиона евро. Основные экспортные регионы – Германия, Австрия, Швейцария и Скандинавия. Доля экспорта держалась около 80%. Во всех трех странах почти не осталось мощностей кожевенно-обувной отрасли. Действует только несколько совсем небольших фирмочек, которые в основном производят кожсырье и обувь для североевропейских брендов. А дальше, для тех, кто хоронит промышленность стран Балтии, у меня будут только плохие новости. Индустрия по выпуску стройматериалов у большинства стран мира не особенно весома на фоне других отраслей. Так и в странах Балтии ее вес колеблется в районе 3% от общего объема промышленного производства. Наиболее развит сектор в Эстонии, который на первый взгляд невелик. Всего в Союзе производителей стройматериалов состоит 65 компаний, у подавляющего большинства из них менее 200 работников. В сумме на 2022 год немногим более 4000. Суммарный оборот составил 825 миллионов евро, что вывело страну на первое место в регионе по показателю на душу населения. Треть продукции пошла на экспорт. Больше всего оборота пришлось на производителей бетона и железобетона и изделий из них. В Латвии действует свыше 400 предприятий по производству стройматериалов с общим оборотом в 2022 году 849 миллионов евро и почти 6 тысяч занятых. Большинство фирм занимаются резкой обработкой камня, производством бетона и железобетона, гипсовых изделий, стекла и керамики. Несмотря на сравнительно небольшой объем производства, львиная доля продукции, порядка 400 миллионов евро, идет на экспорт, в основном в Литву, Эстонию и Германию. Литва превосходит соседей и по численности занятых, без малого 11 тысяч, и по суммарному обороту отрасли – 1 200 миллионов евро в 2022 году. Но по показателю на душу населения заметно уступает вдвое меньше Эстонии. Производством цемента, бетона, гипса и изделий из них занято свыше 400 литовских предприятий, в основном мелких. Данных о доле экспорта найти, к сожалению, не удалось. И все же, в отрасли у всех трех стран есть по-настоящему крупные игроки. В первую очередь, это производители цемента. В Эстонии в начале прошлого десятилетия Kunda Nordic Cement, которая в 2023 году получила новое название Heidelberg Materials Kunda, было крупнейшим предприятием всего сектора. Одной из старейших в стране, да и в регионе в целом. Первую партию в 3 тонны цемента выпустила аж в 1871 году и стала вторым производителем цемента в Российской империи после немного опередившего завода Шмидта в Риге. Насыщенную досоветскую историю завода я рассказал во второй части большого выпуска о досоветской промышленности стран Балтии. Здесь повторяться не буду, сосредоточусь на современности. Скандинавские инвесторы в 1992 году выкупили и основательно модернизировали старый советский завод, который после спада 90-х к 2007 вышел на былой уровень производства – почти в 1 миллион тонн. Однако с 2020-го предприятие прекратило обжиг клинкера и работает как помольный завод, используя импортный клинкер. Проблемой стали цены на энергию и дорогие европейские квоты на углекислый газ, которого завод при нынешней технологии производства выделяет многовато. В 2023 году продажи цемента и клинкера составили 192 тысячи тонн, а чистый оборот – 38 миллионов евро. Основной рынок сбыта – Эстония – 94% продаж. На заводе занято около 130 работников. В 2023 году объем инвестиций составил около 1 миллиона евро. Предприятие продолжает проекты по декарбонизации, в
в том числе замещению топлива и снижению доли клинкера в рецептурах. Единственный цементный завод Латвии находится в Броцнах. Начал работу еще в 1938 году на базе местных богатых залежей известняка. В 2005 был куплен мексиканским концерном по производству цемента Cemex. В 2010 основательно модернизирован. В 2019 немецкая компания Schwenk Cement Betteilungen выкупила комбинат у Cemex и в 2021-2024 годах провела большую модернизацию стоимостью в 34 миллиона евро. Помимо прочего, были внедрены новые фильтрационные системы, снижающие выбросы пыли более чем на 40%, и проведена автоматизация управления производством. И теперь современное предприятие мощностью 1 600 000 тонн готовой продукции занимает 4-е место в Северной Европе по производственному потенциалу. На заводе занято 350 работников. В 2023 году производство составило немногим более 1 миллиона тонн, оборот 146 миллионов евро. Основные рынки экспорта – Эстония, Швеция и Финляндия. Литовский производитель цемента АБ Akmenės Cementas в Наujojė Akmenė находится недалеко от латвийских Броцен и начал работу в 1952 году. В 1997 в предприятие влился капитал группы инвесторов, в основном литовских. А в 2021 немецкий производитель строительных материалов Schwenk Cement Betteilungen, уже владевший к тому времени заводом Латвии, выкупил 97% акций компании, которой владеет и поныне. Максимальная мощность 1 800 000 тонн ставит завод на первое место по этому показателю в странах Балтии и третье в Северной Европе. В 2022 предприятие произвело около 1,5 миллиона тонн цемента, а оборот составил 134,5 миллиона евро. Всего было занято 430 работников. Экспорт составляет примерно 45% объема продаж. Основные зарубежные рынки – Латвия, Польша и Швеция. В последние годы компания активно инвестирует в экологические проекты. В 2024 году начата установка системы улавливания и использования углекислого газа, а также модернизация печей для снижения удельного энергопотребления. Безусловный лидер среди производителей стройматериалов в Эстонии – концерн Wolf Group. Он вырос из основанной в 1994 году двумя молодыми итальянцами фирмы Krimelte, которая сначала занималась продажей стройматериалов, а с 1998 и производством монтажной пены по датской лицензии. Несколько лет спустя компания наладила производство монтажной пены и герметиков по собственной технологии и начала активную экспансию на европейские рынки. Важной вехой было приобретение во второй половине 2010-х испанской компании Olive Química, после чего Krimelte стала настоящим концерном европейского масштаба и вскоре окончательно сменила название на Wolf Group. Подробную историю концерна я рассказал в специальном обзоре, ссылку на который вы можете видеть на экране и найти в описании этого видео. Если не смотрели еще, рекомендую. Это весьма примечательная история компании из маленькой страны, которая бросила вызов европейским гигантам и стала с ними вровень. По данным на 2023 год, Wolf Group, который имеет заводы в Эстонии, России, Испании и Франции, занято около 400 человек, а оборот составил 140,5 миллионов евро. На Эстонию из этого пришлось около 200 работников и 89 миллионов евро. Компания экспортирует продукцию более чем в 70 стран, включая Германию, Францию, Великобританию, США и Японию. В ассортимент входят монтажные пены, герметики, клеи, гидроизоляционные материалы и решения для утепления. Самый известный бренд – Пеносил. Именно благодаря Wolf Group, в меньшей степени небольшой пиарновской фирме Henkel Baltic Operations, Эстония является неоспоримым мировым чемпионом по экспорту на душу населения в сегменте герметиков, который включает монтажные пены, силиконы, мастики. В 2023 году на внешние рынки было поставлено на $86 в пересчете на одного жителя страны. Вторая за нами Словения уступила вдвое – $46. Швейцария с ее $38,5 оказалась лишь третьей. Правда, у всех стран какую-то часть экспорта составляет реэкспорт – перепродажа чужих товаров. Но даже если из эстонского объема вычесть его, остается не менее $59 на душу населения. По-прежнему первое место в мире. В Латвии есть настоящий гигант – UPB Group. Все началось в 1991 году, когда трое молодых мужчин загорелись мечтой построить у себя в Лиепае 5 домов. 30 лет спустя из этого проекта вырос один из крупнейших латвийских концернов.
Он включает в себя более 20 компаний, которые объединяют различные направления бизнеса, такие как проектирование и инжиниринг, строительство, технический сервис, энергетика, машиностроение и производство стеклянных, стальных и бетонных конструкций. Одних только заводов по производству бетона в концерне на сегодня 11. Всего в группе занято 1800 работников. Оборот в 2023 составил 248 миллионов евро. На производство стройматериалов, которое охватывает три ключевых сегмента – железобетонные конструкции, металлоконструкции и стеклянные фасады, пришлось порядка сотни миллионов, или около 40%. UPB Group – единственная компания в Северной Европе, которая одновременно проектирует, изготавливает и монтирует остекленные фасады, стальные конструкции и бетонные конструкции как единое комплексное решение. Около 70% продукции и проектных решений поставляется на экспорт, в основном в Скандинавию, Германию и Великобританию. В 2024 году UPB анонсировала запуск новой линии по выпуску энергоэффективных фасадных систем с низким углеродным следом. Knauf Латвия также входит в число лидеров строительной индустрии страны и обеспечивает значительную долю регионального рынка по ключевым видам стройматериалов. Немецкий концерн Knauf работает в Латвии с начала 1990-х. Производственные мощности расположены в Саукалне, Рижский район, и Саласгриве. Заводы выпускают гипсокартон, сухие строительные смеси, штукатурки и шпатлевки. Продукция идет как на внутренний рынок, так и на экспорт в Скандинавию и соседние страны Балтии. В 2023 году оборот латвийского подразделения составил порядка 107 миллионов евро, штат около 220 сотрудников. Самый интересный после цементного завода пример по Литве – Парак УАБ. Литовская площадка бренда Парак, который с 2018 года принадлежит американской биржевой группе Owens Corning. Компания выпускает тепло- и звукоизоляцию из каменной ваты для строительства, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и для промышленности. Производство в Литве было запущено в Вильнюсе в 1997 году, первый завод Парак в Восточной Европе. В 2023 выручка составила 69 миллионов евро, а численность сотрудников около 250. Надеюсь, вас не слишком измотало перечисление множества несуществующих, согласно российской пропаганде, предприятий стран Балтии, и озвученная информация была вам достаточно интересна, чтобы дослушать до конца. Ведь это была лишь разминка. В следующем выпуске, посвященном лесообрабатывающей промышленности, примеров компаний и отдельных предприятий будет еще больше. Как-никак одна из ключевых отраслей промышленности стран Балтии с многомиллиардными оборотами. А на сегодня все. До новых встреч!